Итак, продолжаем разговор. Что там у нас с коррекцией? Предпосылки ее отмены из прошлого выпуска стали приблизительно ясны. Ну, опять же, с моей точки зрения, я это аргументировала по-своему. Однако польза или вред коррекции и надежность вообще этого метода в целом оставляют вопрос открытым. Я сейчас попробую его закрыть. Внимание, сразу спойлер. Я на стороне корректировки ресниц. Я считаю этот метод очень удобным, классным, и его ни в коем случае забывать нельзя, им нужно пользоваться. Те, кто меня поддерживает в этом, могут послушать просто ради интереса. Однако противникам должна быть интересна, наверное, какая-то аргументация. Вот давайте сразу договоримся об одном. Мы не разбираем причины плохой носки. Мы вообще об этом не говорим. Иначе в такие дебри зайдем, что потом вообще не выберемся. Сегодня по умолчанию ресницы на прошлой процедуре были приклеены хорошо. Вопрос стоит только в том, перенаращивать ли или корректировать, доставлять. Итак, дело вообще не в самом факте проведения коррекции и нашем к ней отношении. Приветствуем мы это, порицаем, а в том, каким способом ее проводим. И я 100 раз говорила, что с ноской вообще ничего не понятно. Да черт его знает, как сделать так, чтобы все держалось. Ни полноценное наращивание со снятием, ни быстренькая вот эта вот доставка за полчаса не является стопроцентной гарантией долгой носки. Но бывает же такое, что после вот сделанной на быструю руку коррекции ресницы держатся, как после нового наращивания. А после нового наращивания все отвалилось быстро, и вообще ничего не осталось. Но наверняка все с таким сталкивались. И никто в этой ситуации не знает, что случилось. Конечно, выдвигаются разные гипотезы, из которых потом, постфактум, выбирается какая-то одна случайная. Просто потому, что мастер и клиент такие сидели, думали, и такие: о, Эврика, отвалилась потому-то. Но реальный ответ никто на самом деле не знает. Это все на уровне догадок. Конечно, мастера все делятся там секретами долгой носки, но как посмотришь иногда на эти секреты, там, знаете, либо все в коже просто-напросто приклеено, либо клею литр, не знаю, на ресницы, или советы из разряда «нужно больше отдыхать и быть в ресурсе», ну, типа того. К слову, одна моя коллега, мне запомнился очень этот случай, вообще знаете, что говорила? Я так хорошо работаю с похмелья, гораздо лучше, чем обычно. У всех все держится просто невероятно долго. Я не знаю, то ли таким способом она просто приглашала перед процедурой клиента на какое-то совместное времяпрепровождение, то ли она выпивала для надежности проведения этой процедуры, а может, искала преимущества, да, и сильные стороны своей алкозависимости. Ой, боже мой, господи, про коррекцию же. Вот, дело тут во многих вещах. Та самая черная грязь на глазах клиента может серьезно помешать корректировке. Много отросших ресниц, отслойки и прочее, прочее. Но давайте на эту тему рассуждать. Если через 2, 3, 4, сколько там у вас в среднем носки, я не знаю, недели клиент приходит и большая часть ресниц, а большая это процентов 50, 60, а то и 70 бывает, остаются на своих местах, отступ не скачет, он ровный, он такой, каким вы его сделали на прошлой неделе. И лишь небольшое количество ресниц отросло. А что самое главное, чистая межресничка. В этом случае уже неплохо и можно задуматься о том, чтобы провести процедуру коррекции вместо перенаращивания и таким образом сократить время процедуры. И вам хорошо, и клиенту тоже. Итого смотрим на 3 параметра. Много ресниц, они чистые и отступ ровный. Но подождите пока. Это только вот визуальная оценка. Нужно что сделать обязательно для того, чтобы коррекция дала те результаты в носке, которые нам нужны, чтобы не было такого, что отвалилось все через 2 дня. Нужно все ресницы пошевелить. Не просто их расчесочкой причесать, а рассмотреть вот с разных сторон, прям 2 пинцетами на отслойке. Начать умывать клиента пенкой с расческой. Эта процедура занимает 1-2 минуты максимум. Но проверяя таким способом, все то, что плохо держится, оно сразу же отвалится. И вы уже сможете сделать выбор,
снимать ли вам заново ресницы или корректировать. Ненароком таким способом бывает, что и вообще все ресницы отвалились, пока вы их проверяли, и уже как будто бы, знаете, произошло снятие даже без использования ремувера. Смотрите, если все в порядке при визуальном осмотре и при проверке пинцетами, ну тогда точно можно склоняться в пользу проведения коррекции. И какая тут последовательность действий? Вот мастеру ничего совершенно не стоит нанести на вот эти единичные отросшие реснички микрокаплю гелевого ремувера и избавиться от этих ресниц, которые портят общую картину. Ведь по факту наращивание выглядит неопрятно именно из-за вот этих отросших ресниц. Конечно, есть адаптивное наращивание, там все эти дела, рваные эффекты, но все равно процесс отрастания мы можем чуть-чуть нивелировать, но полностью его избежать, конечно же, не получится. Поэтому то, что плохо у нас лежит, мы все это снимаем, обезжириваем и доставляем на оставшиеся натуральные пустые ресницы искусственные. Ну все, быстро же? Конечно, быстро. И процесс носки запускается снова. Клиент снова ходит 3-4 недели спокойно. Есть такая аргументация, что те первые приклеенные ресницы после коррекции, вот вы сделали коррекцию, и они сразу же отклеятся. Я вам скажу, ничего они не отклеятся. Мастера, наверняка вы все замечали, что вот одному клиенту ты все снимешь, умоешь, все препараты нанесешь, и праймер, и то, и то, и то, а другому не сделаешь вообще ничего. Ну вот в прямом смысле вообще ничего, просто на скорую руку там обезжирил, что-то там промыл, налепил, как говорится, и готово. А носка 1,5 месяца. Вы знаете такое? Конечно, вы знаете. Все так делают. Клей способен держать ресницы до 8 недель, но это по факту и есть 2 месяца. При условии надежной сцепки клиент через 2-3 месяца может к вам прийти и еще с остатками своих еще тех давних ресниц. Таким образом, аргумент, что наращивание держится лучше после перенаращивания, он отпадает, но не держится оно лучше. А вопрос по сокращению времени процедуры стоит очень остро и актуально среди мастеров. Вот я и пытаюсь сказать, что есть инструменты, как сделать быстрее. Безусловно, есть случаи, когда коррекцию сделать ну просто-напросто либо невозможно, либо очень затруднительно. В частности, обилие декоративной косметики или небрежный уход клиента. Такие коррекции вообще в топку. Сидеть полчаса только очищая ресницы, это ну, вообще никуда не годное дело. Когда отступ сильно гуляет по всему веку, в таких случаях тоже целесообразнее снимать все и вообще не париться. Однако при небольшом количестве оставшихся ресниц не делать снятие полное тоже возможно. Это нужно, когда время у вас ограничено, у клиента время ограничено, нужно как-то сделать что-то быстро. И дело ведь не в том, что какое количество ресниц вы приклеите, а в том, как вы их правильно распределите на веко. Таким образом, ресниц может быть количественно мало, но визуально это будет выглядеть как объемное крутое наращивание. Короче, в каждой ситуации быстро оценивайте фронт работы и выбирайте свой оптимальный способ для своего клиента. Еще из прошлого выпуска у меня есть одно замечание про толщину. Толщина волокна. Как принято изначально, вот все, что такое natural, тоненькое, оно держится дольше. Но это факт. Клеевой шов тоньше, сцепка идеальная, веса от объема и длины нет. И это, конечно, идет вразрез с нынешними трендами на вот эти яркие лучи, на экстра длинные ресницы. Произошла просто замена. Материал мы сейчас стали использовать тонкий, но количество-то ресниц в пучке кратно увеличилось. И чем это вам не 0,15 и не 0,20 из прошлого? Толщина другая, а вес-то остался прежним. Вот. Но яркие длинные ресницы никто не отменит. Их все равно будут делать, и я их делаю тоже. В общем, к чему я здесь веду? Коррекция – это отличный инструмент, удобный и мастеру, и клиенту. Но это не призыв к действию. Я веду лишь к тому, что мы можем сколько угодно исполнять якобы правильную последовательность со снятием, с перенаращиванием, а можем прибегнуть к более простому способу.
Почему я говорю якобы правильному? Потому что если бы мы регулярно видели ошеломительные показатели долгой носки после перенаращивания вот со снятием, как это принято сейчас, и повальные жалобы на низкокачественный результат от коррекции, вот этот спор об устранении последней был бы вообще навсегда разрешен, и никто бы про эту коррекцию не вспоминал. А пока коррекция в частных случаях показывает свои результаты, она представляет для нас ценность и поэтому имеет право на существование. Коррекция – это добро и помощник мастера, если ее правильно делать. И предлагать коррекцию клиентам совсем не стыдно.